История жизни Стивена Хокинга – это постоянный поиск гениальных научных открытий и борьба с тяжелым заболеванием, с которым он боролся на протяжении большей части своей жизни, лишившей его мобильности и речи, но не способности его мыслить. Парализованный и заключенный в измученное болезнью тело, Стивен Хокинг, жертва бокового амиотрофического склероза БАС, талантливый ученый и глубокий мыслитель, находясь в полном сознании, сидел в своем электрическом кресле коляски. Он мог шевелить лишь двумя пальцами левой руки. Его лицевые мышцы допускали только минимальные движения глаз и губ, что давало возможность хоть как-то общения с людьми. Сегодня его знает весь мир. Слегка наклоненная голова с широкой улыбкой. Шрам на шее указывает на разрез трахеи, который в разгаре работы над книгой «Краткая история времени» спас его от смерти, но навсегда лишил голоса. Прикрепленный к креслу коляски монитор был частью его синтезатора речи, с помощью которого он говорил, высказывая свои мысли об облагораживании человека и писал статьи и книги о черных дырах и начале времен. Стивен Хокинг был первым физиком, задавшим вопрос о том, можно ли при помощи уравнений общей теории относительности Альберта Эйнштейна раскрыть тайну возникновения времени. Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года. В тот же день мир отмечал знаменательную дату 300-летия со дня смерти итальянского астронома Галилео Галилея. Возможно, это кажется подходящей симметрией. Галилей, которого часто называют отцом наблюдательной астрономии, был одним из вдохновителей Стивена на протяжении его долгой карьеры физика-теоретика и космолога. Стивен родился в Оксфорде во время Второй мировой войны и был старшим из 4 детей в семье доктора Фрэнка Хокинга и Эллен Изабель Хокинг. Вместе со своими братьями и сестрами у Стивена было счастливое детство, которое он в основном проводил в деревне Хайгейт, недалеко от Лондона. Он рано начал проявлять любопытство к тому, как все устроено, а позже сказал: «Если вы понимаете, как работает Вселенная, то вы в некотором роде ею управляете». Еще в школе Стивен размышлял о происхождении Вселенной со своими друзьями и задавался вопросом, создал ли ее Бог. Он хотел постичь глубины Вселенной. Этот дух исследования и любознательства стал образцом для его академической карьеры. Он обладал богатой фантазией и всегда что-то рассказывал, а иногда, когда слова уже не успевали за мыслями, начинал заикаться. Друзья семьи знали о его речевых затруднениях, да и отец Стивена, Фрэнк, заметно шепелявил. Благожелательная интерпретация этих особенностей привело к тому, что многие стали считать их признаком чрезмерно высокого интеллекта отца и сына. Способности Стивена к технике и его неукротимое желание все понять проявилось очень рано. Это показало уже его увлечение придумывать настольные игры, перед сложностью которых сестры Стивена и друзья в конце концов всегда капитулировали. Изабель Хокинг подтверждает, что ее сын наряду со своим математическим даром обладал и ярко выраженными музыкальными способностями, но не стал развивать их дальше. Чаще всего он приобретал необходимые знания самостоятельно. В этом ему помогала его способность фокусироваться на одном деле и максимально сосредотачиваться. В конце 1950-х годов, чтобы поступить в Оксфорд, требовалось сдать экзамен, а получить право на его сдачу могли только те, чьи успехи в школе были выше среднего уровня. Между тем, отец Стивена, Фрэнк, капитулировал перед настойчивостью сына, страстно желавшего изучать математику и физику. Старшему Хокингу, как и многим другим родителям гениев, не удалось увлечь сына собственной профессией. О карьере врача Стивен вообще не хотел говорить. Он мечтал освоить математические методы, необходимые для изучения физики, чтобы в конце концов понять, как устроена Вселенная. Однако Фрэнка Хокинга терзали сомнения. Сможет ли его сын, став физиком, зарабатывать себе на жизнь? Несмотря на выдающиеся успехи Стивена по естественно-научным дисциплинам, его отец считал, что реанимация старых связей не помешала бы, тем более, что речь шла о получении повышенной стипендии. Итак, наставник физического факультета Роберт Берман,
которого Фрэнк знал давно, со студенческой скамьи, встретился с обоими Хокингами еще до вступительных экзаменов. По словам Бермана, эта встреча никоим образом не повлияла на зачисление будущего студента. Стивен сдал 4 письменных экзамена по математике и физике настолько хорошо, что все преподаватели колледжа признали его выдающиеся способности и одобрили присуждение ему стипендии. А это высшая награда для абитуриентов Оксфорда. 1 октября 1959 года, через 40 лет после появления общей теории относительности, 17-летний Стивен стал студентом Оксфордского университетского колледжа. Однажды суровой зимой Изабель Хокинг во время рождественских каникул удалось уговорить сына покататься с ней на коньках на замерзшем озере. Он согласился, чтобы сделать ей приятное, хотя знал, что все может закончиться плохо. Так оно и случилось. Он упал и уже встать самостоятельно не сумел. По настоянию матери он доверился ей и открыл весь масштаб бедствия. Она тут же вызвала их домашнего доктора, который направил Стивена к специалисту. Вскоре после этого, как ему исполнился 21 год, он прошел ряд обследований в лондонской клинике Бартс. Врачи, порекомендовав ему продолжить учебу в Кембридже, сообщили Стивену диагноз. У него была редкая, неизлечимая болезнь, которая называется БАС – боковой амиотрофический склероз. Она вызывает повреждение нервной системы и нарушает управление мышечной моторикой. Идет дегенерация нервных клеток в коре головного мозга и их соединение со спинным мозгом, что вызывает атрофию мышечной ткани и общую слабость, непроизвольное подергивание мышц и нарушение работы речевых, жевательных и глотательных мышц. Этот вид паралича – очень медленный процесс, который может длиться годами, пока полностью не овладеет организмом, после чего наступает смерть пациента от отказа дыхательной мускулатуры, воспаления легких и удушения. К счастью, БАС затрагивает только двигательную нервную систему, то есть болезнь не влияет на умственные способности. Больной без затруднений может видеть, слышать, нормально ощущать запах и вкус. Функции мочевого пузыря и кишечника тоже не нарушены. Не повреждена и кора головного мозга, поэтому все интеллектуальные способности сохраняются. Ему дали всего 2 года жизни. Если бы прогноз оказался точным, он должен был бы умереть в возрасте 23 лет. Позже Стивен вспомнил, что в это время он был отчаянно деморализован, но нашел 2 источника вдохновения и утешения. Это музыка Вагнера и влюбленность в Джейн Уайлд, девушка, которая станет его женой. Обреченный на смерть, Стивен сначала впал в депрессию. Какой смысл готовиться к диссертации, если нет никаких шансов когда-либо закончить ее? Он спрятался в свою скорлупу и погрузился в трагический мир музыки Рихарда Вагнера. К счастью, отношения Стивена и Джейн Уайлд тогда не пострадали, и это очень радовало Изабель. Несмотря ни на что, Джейн очень тянула к Стивену, оба были влюблены друг в друга и вскоре обручились. Для Джейн целью жизни стала забота о нем. Она говорила: «Я приняла решение и не отступила от него. Он был невероятно решительным, очень честолюбивым, как сегодня. Я познакомилась с ним на начальной стадии его болезни. Я никогда не знала здорового Стивена, который не был инвалидом». Молодая пара поклялась вместе бороться с болезнью Стивена. Обручение с Джейн Уайлд наполнило молодого физика новой жизненной энергией, поэтому он постепенно стал снова заниматься своей диссертацией. Теперь, когда его жизнь так изменилась и его отношение к работе. Кульминационным моментом этого невероятного 1965 года без сомнения стала свадьба с Джейн Уайлд, состоявшаяся в июле. Молодая пара решила пожениться после положительного решения вопроса о дополнительной стипендии для проведения научных исследований в колледже Кейс в Кембридже. Стипендия назначалась так называемым обществом теоретической физики и считалась очень высокой наградой. Хокинг был принят в его члены,
что было невероятно важно для Стивена. Поднявшись вверх по карьерной лестнице, он получил право не преподавать, а полностью сосредоточиться на своей теме исследований. Это были идеальные условия для работы над его теорией сингулярности. Джейн в это время изучал лингвистику на 3-м курсе колледжа в Лондоне. Церемония венчания проходила в часовне Тринити колледжа. На последовавшее за ней семейное торжество были приглашены около 100 человек. Оставшихся денег как раз хватило на недельное путешествие в Суффолк, после чего последовал летний курс лекций по общей теории относительности в Корнельском университете штата Нью-Йорк. Из-за тесноты в университетском общежитии возникли первые трения с Джейн. Зато невероятно полезными оказались знакомства и общение с некоторыми из самых известных в мире физиков, специалистов по теории относительности, работавшими в Корнелле. Вернувшись в Кембридж, молодожены после некоторых поисков нашли маленький, но идеально расположенный дом на расстоянии всего 100 метров от Института теоретической физики. Близость к месту работы была очень важна, поскольку атрофия мышц у Стивена прогрессировала столь быстро, что палку ему вскоре пришлось заменить костылями. К тому же Стивен уже не мог сам печатать свои работы. Его молодая жена с достойным восхищением энергией и смелостью продолжала учебу в Лондоне, а по выходным занималась домом в Кембридже, ухаживая за больным мужем и выполняя функции его секретарши. Теперь, чтобы по узкой винтовой лестнице добраться до спальни, Хокингу требовалось уже четверть часа. Он мужественно отказывался от помощи, что нередко требовало от Джейн и друзей большого терпения. Но в остальном дом Хокингов считался веселым и гостеприимным местом, где постоянно что-нибудь происходило и всегда звучала музыка Вагнера. К новой молодежной культуре, песням Beatles и Rolling Stones, мгновенно завоевавшим мир, здесь относились с осуждением. Джейн, согласившись связать свою судьбу с Хокингом, ясно осознавала, что выбрала судьбу рабочей лошади и, вероятно, никогда не сможет преподавать. Ее решение стать женой Стивена было велением сердца. Она знала, на что шла. Тем не менее, иногда ей было горько видеть, как ее муж обретал уважение и известность в научных кругах, а вскоре заслужил славу и награды, в то время как сама она, получив диплом, была обречена на роль домохозяйки и сиделки. В 1967 году, ко всему прочему, добавились еще и материнские заботы. Вопреки всем прогнозам, несмотря на все последствия тяжелой болезни Стивена, у супругов Хокинг родился сын Роберт. На фоне растущих резонансных научных открытий для Хокинга наступили трудные времена. До сих пор болезнь прогрессировала, но медленно. Он уже свыкся с костылями, однако в конце 1960-х годов их пришлось заменить креслом-коляской. Стивен долго сопротивлялся неподвижности, которая его вынуждал недуг. Друзья и родственники не раз пытались убедить его в необходимости кресла-коляски. Наконец, смирившись с неизбежным, он стал размышлять, как получить из создавшегося положения максимальную выгоду. Например, он сразу же убедился, что в коляске может передвигаться быстрее, чем раньше. Ему оказались доступны даже некие формы танца. Стивен, который до проявления своего заболевания БАС очень любил танцевать. С 1968 года у Хокинга был свой кабинет в Институте астрономии, где сотрудники под руководством радиоастронома Симона Миттона создали для него максимально удобные условия работы. Институт находился в одном из предместий Кембриджа, куда Стивен Хокинг не мог добраться на кресле коляски, поэтому он приобрел трехколесную колымагу для инвалидов с мотором. Самым главным для него было то, что его мозг функционировал безупречно. Казалось, все связанные с его болезнью трудности непреодолимы и делать его научную деятельность невозможной. Однако его ручной инструмент работал в оптимальном режиме, поэтому он, несмотря на физическую слабость, не падал духом. Однако одна проблема его мучила чрезвычайно. Ему было очень трудно говорить. Стивена могли понять лишь несколько близких друзей и сотрудников, причем и им это давалось лишь при максимальной концентрации.
Если не сидеть прямо перед Стивеном и не следить за движением его губ, ничего не поймешь. Однако и тут Хокинг не отчаивался. Он настоял на том, чтобы говорить на нормальном языке и запретил обусловленные благими намерениями способы ведения беседы, где его ответы сводились лишь к «да» или «нет». Освоение релятивистской математики осложнялось тем, что он уже не мог ни печатать на пишущей машинке, ни писать рукой. Стивену оставалось лишь использовать свою феноменальную память и овладеть изощренными методами запоминания. По-видимому, для него уже давно не составляло никакого труда свободно вызвать из своей памяти, например, уравнения с 40 членами, представив их в правильной последовательности. Стивен начал работать над основными законами, управляющими Вселенной, областью, которой он был одержим еще со школьной скамьи. С момента их первой встречи в 1965 году Стивен и Роджер Пенроуз много обсуждали теоремы сингулярности, кульминацией которых стала их совместная статья в 1970 году. В этой статье Стивен показал, что общая теория относительности Эйнштейна предполагает, что пространство и время будут иметь начало в большом взрыве и конец в черных дырах. Вместе Хокинг и Пенроуз разработали теорему сингулярности, показывающую эту теорию, и это привело Стивена к увлечению черными дырами. Его последующая работа в этой области заложила основы сегодняшнего понимания Вселенной и того, как она началась. Его научная репутация быстро росла. Со временем его кабинет стал местом встречи ученых со всего мира. Они хотели обсудить с молодым гением новейшие результаты космологических исследований. Мир пришел к нему, и он с лихвой отплатил ему за это. Отовсюду из самых разных стран получал Хокинг приглашение принять участие в работе международных конференций, выступить с докладами. И он соглашался, и ничто, даже страшная болезнь, не могла его остановить. Только вот перелеты и переезды с креслом-коляской были делом не очень простым, но он с этим справлялся. Вскоре после рождения дочери Люси в ноябре 1970 года Стивен Хокинг вместе с коллегой Роджером Пенроузом начал работать над покорением новой научной вершины. Однажды вечером он поднимался по лестнице в свою спальню. Как всегда, путь наверх давался ему непросто. Тут вдруг у него возникла мысль, которая уже не оставляла его. Размышляя, он не сомкнул той ночью глаз ни на минуту. Взволнованный, утром он позвонил Роджеру Пенроузу. Нужно было срочно обсудить новую идею. И вот они вместе определили горизонт событий как пути световых лучей, которые уже не могут покинуть черную дыру. Но при попытке бегства на самом большом удалении им все же удается выбраться наружу. В ту ноябрьскую ночь Хокинг пришел к выводу, что траектории этих лучей света не могут приблизиться друг к другу, поскольку тогда они должны были бы слиться, примерно так, как если бы некто, убегая, столкнулся с кем-то, провалился бы в черную дыру. Но если черная дыра проглотит лучи света, они уже не смогут находиться на ее границе. Поэтому траектории лучей света в горизонте событий всегда должны двигаться параллельно друг другу и удаляться друг от друга. Если лучи света, образующие горизонт событий, не смогут приблизиться друг к другу, то его поверхность должна оставаться одинаковой или увеличиваться, но никогда не уменьшаться. Неудивительно, что Стивен Хокинг всего лишь через несколько недель после памятного доклада в Оксфорде получил одну из высочайших наград, которая могла быть присуждена британскому ученому. Его приняли в королевском обществе. В январе Стивену исполнилось 32 года, и таким образом он стал одним из самых молодых членов этого аристократического клуба. Жена Хокинга Джейн всегда черпала силу в религии. В довольно откровенном интервью, данном BBC, она призналась, что исповедует христианство, и именно вера помогла ей быть партнером, менеджером и сиделкой своего мужа-инвалида. Одной воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. Постоянная борьба с болезнью нелегко давалась и самому Хокингу.
Эта борьба стала главным в его семейной жизни. Но для скованного недугом Стивена даже случайное упоминание заболевания Баас и разговоры о его немощи становились своего рода знаком смирения. А вот как раз сдаваться болезни он совсем не хотел. С железной дисциплиной он старался как можно больше все делать самостоятельно и рассматривать свое состояние как норму. Стивен и Джейн с детьми Робертом и Люси жили в просторной квартире цокольного этажа дома на Вест-Роуд, принадлежавшего колледжу. Передвигаясь в кресле коляски, Хокинг добирался до института за 10 минут. Только вот ему все труднее становилось самостоятельно ложиться спать и есть. Ежедневное изматывающее противостояние медленно, но все-таки прогрессирующей болезни часто доводило Джейн до изнеможения. В середине 1970-х годов она поняла, что больше уже не справляется. И тогда Хокинги нашли гениальное решение. Они предложили одному из аспирантов Стивена жить в их доме без оплаты. Взамен новый жилец должен был помогать своему научному руководителю ложиться спать и вставать. Все получилось замечательно, и так продолжалось до начала 1980-х годов. А между тем росла мировая слава Хокинга. На него обрушился настоящий дождь почестей и наград. К началу 1980-х годов Хокинг получил уже 6 престижных международных премий и звание почетного доктора такого же числа университетов. Вожделенной премией Альберта Эйнштейна, наиболее близкой по степени престижности к Нобелевской премии в области физики, его удостоили в 1978 году. Спустя год человечество отметило столетие со дня рождения Альберта Эйнштейна. А весной 1979 года родился его третий сын Тимоти. И в том же году Стивен был назначен на должность лукасовского профессора математики в Кембриджском университете. Это была огромная честь, особенно учитывая его возраст. Ученому было тогда всего лишь 37 лет. Примечательно, что такой ранг ученой степени был в свое время у Исаака Ньютона. В начале 80-х годов Хокинг, почти парализованный, прикованный к инвалидному креслу, продвинулся на этом увлекательном, сулящем потрясающее приключение пути дальше всех. При помощи искусственного математического приема ему удалось пересечь границу планковского времени и тем самым существенно опередить своих коллег. Новейшие результаты наблюдений говорят, что Вселенная будет расширяться вечно. Когда Хокинг делал первые шаги в квантовой гравитации, казалось, что данные напротив указывают на то, что наш мир ждет совсем иная судьба. Родившись из начальной сингулярности, Вселенная будет очень долго расширяться, пока не достигнет максимума. А затем в ходе обратного процесса снова сожмется и погибнет в результате последнего большого коллапса. Согласно этой модели, время начиналось с большого взрыва и закончится последним коллапсом. Стивен стремился понять всю Вселенную с научной точки зрения. Как он сказал, моя цель проста – это полное понимание Вселенной. Теоремы сингулярности, доказанные Стивеном и Пенроузом, убедительно показали, что Вселенная возникла в результате большого взрыва. Но теоремы сингулярности не говорили, как возникла Вселенная. Скорее, они продемонстрировали нечто более масштабное. Общая теория относительности Эйнштейна не работает в момент большого взрыва, и квантовая теория становится важной. Стивен решил использовать методы, которые он разработал, чтобы понять квантовую динамику черных дыр, чтобы описать квантовое рождение Вселенной. Он впервые выдвинул такое предложение на конференции в Ватикане в 1981 году, где предположил, что Вселенная началась с 4 пространственных измерений, свернутых в виде сферы без каких-либо границ, которые посредством квантового перехода породили Вселенную в 3 пространственных измерения и 1 временное измерение, которые мы имеем сегодня. Это была первая научная модель происхождения Вселенной. В 1982 году в дом семьи Стивена в Кембридже прибыло письмо из Букингемского дворца, в котором сообщалось, что он был удостоен звания командира ордена Британской империи.
Стивен, несмотря на свою неприязнь к эстеблишменту, все же гордился тем, что принял это как знак своего выдающегося достижения. Награда также ознаменовала первую из многих встреч с Ее Величеством Королевой в последующие десятилетия. Но ни Стивен, ни его семья не могли знать этого в то время, так как великий ученый постоянно осознавал, что каждый день может стать для него последним. Несмотря на свое состояние, Стивен был увлеченным путешественником, хотя его путешествие не всегда проходило гладко. В 1985 году Стивен заболел пневмонией во время поездки на научную конференцию недалеко от Женевы. Швейцарские врачи посоветовали его жене Джейн, что выздоровление невозможно, и она должна отключить Стивену аппарат искусственной вентиляции легких, что привело бы к его немедленной смерти. Джейн категорически отказалась и организовала отправку Стивена домой в Кембриджскую клинику. Чтобы спасти жизнь Стивену, была проведена трахеостомия. Это был разрез передней стенки трахеи, необходимой для установки в нее трубки для искусственной подачи воздуха, побочным эффектом которой стала потеря его естественного голоса. После периода разочарования, когда он смог общаться только с помощью орфографической карточки и движений бровей, Стивен испытал облегчение и радость, когда ему на помощь пришли технологии. Он тесно сотрудничал с разработчиками компьютеров, в последнее время с Intel, над созданием компьютеризированной системы связи и голосового синтезатора, который со своим знаменитым ровным американским акцентом быстро стал его торговой маркой. Стивен научился быть кратким, выражать сложные идеи и мнения очень немногими словами. Используя эту систему, Стивен не только написал 7 книг и ряд научных статей, но и разработал свой собственный стиль сухого, неопровержимого остроумия. Именно в этот непростой период Стивен начал работать над изданием книги «Краткая история времени», идеи, которая впервые пришла ему в голову в 1982 году. В 1986 году умер отец Стивена, Фрэнк Хокинг. Он тяжело заболел, когда Стивен приходил в себя после трахеотомии. Хотя отец и сын много лет жили порознь, они всегда оставались близкими людьми. Решил написать книгу о физике, которая продавалась бы в книжных магазинах аэропортов. Разделяя волнения науки с широкой аудиторией, Стивен трудился над краткой историей времени 6 лет. Его тяжелая работа окупилась, так как эта книга неожиданно стала бестселлером, что также продвинуло его в постоянно расширяющуюся общественную сферу, время от времени вызывающую интенсивные спекуляции в СМИ. На обложке Newsweek в то время он описывался как хозяин вселенной. Его оглушительный успех привел к тому, что он попал в список бестселлеров Великобритании за рекордные 4,5 года, был переведен на более чем 40 языков и продан тиражом более 20 миллионов копий. Говорили, что Стивен ответил на самые фундаментальные вопросы существования. Он всегда твердо верил, что каждый должен иметь базовое понимание науки в этом все более научном и технологичном мире, и посвящал огромное количество времени и усилий, чтобы привлечь широкую публику к науке. Он также являлся соавтором серии из 6 приключенческих романов о науке со своей дочерью Люси Хокинг, чтобы сделать науку интересной и доступной для юных читателей. Возможно, весь этот невероятный успех как-то отдалил Стивена от его семьи и прежде всего от Джейн. Верующая христианка, она, как было известно друзьям, в последнее время иной раз одергивала своего мужа, напоминая ему, что он не Бог. Однако друзья Хокингов очень удивились, узнав весной 1990 года, что Джейн и Стивен решили развестись. Никто из бывших супругов не высказывался публично о причинах развода. Конечно, нелепо свести их к последствиям грандиозной славы Хокинга или к конфликту на религиозной почве, но так случилось. Вскоре Стивен переехал на другую квартиру, где поселился вместе с Элайн Мейсон, одной из своих сиделок, которая впоследствии станет его женой после развода с Джейн.
Именно она вот уже много лет ухаживала за ним во время зарубежных поездок и дома, в то время как Джейн практически совсем не занималась мужем, проводя время со своими друзьями, так же истово верующими, как и она. После развода с Джейн Стивен Хокинг снова погрузился в науку. Он стал работать еще упорнее, чем раньше. С тех пор он практически никогда не говорил о своей семье и о новостях своей личной жизни. Вопросы, касающиеся этой темы, он всегда отклонял, вежливо, но весьма решительно. Брак с Лайн распался, и пара развелась в 2006 году. В апреле 2007 года Стивен совершил полет в невесомости на самолете Boeing 727, чтобы повысить общественный интерес к космическим путешествиям. Стивен пробыл в воздухе 2 часа и совершил 8 погружений в невесомости, что позволило ему испытать невесомость и освободиться от разочаровывающих ограничений инвалидной коляски. Одно из самых знаковых из всех изображений Стивена показывает его парящим в невесомости с широкой улыбкой на лице. В 2009 году Стивен был награжден президентской медалью свободы США президентом Бараком Обамой, высшей гражданской наградой в Соединенных Штатах. Полученный очень немногими учеными, он был вручен в знак признания его настойчивости и самоотверженности, которые открыли новые пути и вдохновили обычных граждан. В 2013 году Стивен получил одну из 2 премий за прорыв в фундаментальной физике, за открытие излучения Хокинга от черных дыр и за глубокий вклад в квантовую гравитацию и квантовые аспекты ранней Вселенной. Эта награда была особенно дорога Стивену, поскольку она подтвердила его открытие на протяжении всей жизни, без необходимости экспериментального подтверждения, чего в данном случае очень трудно достичь. Когда Хокинга спрашивают, почему существует именно 3 измерения пространства, он обращается к концепции, которая называется антропный принцип. В соответствии с этим принципом наш мир можно было бы представить как цепочку физических взаимодействий, возникшую лишь с одной целью – создать разумное, существующее на основе углеводородов существо по имени человек, которое занимается поиском ответа на вопрос, кто поставил и осуществил эту цель. Еще более удивительными и уязвимыми при рассмотрении различных моделей кажутся краевые условия эволюции биоорганизмов, показывающие, насколько легко может пошатнуться вся эта филигранная, точно выверенная система физических констант. При любом, даже самом малейшем влечении гравитации, которое ощущает каждая частица Вселенной, не возникли бы никакие галактики и солнечные системы с планетами, пригодными для жизни. Изменение других величин, например, массы протонов или параметров взаимодействия между кварками, вызвали бы хаос в биомолекулах. Вселенная с количеством развернутых измерений более 4, в свою очередь, например, не позволила бы Земле стабильно вращаться вокруг Солнца. Сильно возросшая гравитация либо отправила бы нашу планету в глубину космического пространства, либо бросила бы на пылающее Солнце. Однако, поскольку все эти сценарии явно не совпадают с данными наших наблюдений, очевидно то, что мы живем во вполне благоприятной для нас Вселенной, в которой Стивен Хокинг и все его сторонники антропного принципа могут вести дискуссии о том, почему она, наша родная Вселенная, не всегда к нам так добра. Стивен отпраздновал свое 75-летие в январе 2017 года. Невероятное достижение для человека, которому в 1962 году сказали, что ему осталось жить 2 года. Кембриджский университет отметил это событие международной конференции под названием «Гравитация и черные дыры», которая состоялась в июле для математических наук. На 3-дневной конференции с докладами поступили 20 известных ученых. В то время Стивен сказал: «Это было славное время, чтобы жить и заниматься исследованиями в области теоретической физики. Наша картина Вселенной сильно изменилась за последние 50 лет, и я счастлив, если внес небольшой вклад.
И он сказал, что хочет, чтобы другие почувствовали его страсть к пониманию универсальных законов, которые управляют всеми нами. Я хочу поделиться своим волнением и энтузиазмом по поводу этого квеста. Так что не забывайте смотреть на звезды, а не себе под ноги. Попытайтесь осмыслить то, что вы видите, и задайтесь вопросом о том, что заставляет Вселенную существовать. Будьте любопытны, и какой бы трудной ни казалась жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и в чем преуспеть. Важно, чтобы ты не сдавался. 14 марта 2018 года профессор Стивен Хокинг мирно скончался в своем доме в Кембридже. Как ни странно, эта дата также является днем рождения Альберта Эйнштейна. На частных похоронах в Кембридже улицы были заполнены поклонниками, которые считали Стивена своим. Его прах покоится рядом с сэром Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. Слова на надгробном камне Стивена Хокинга являются прямым переводом с латыни слов на могиле Исаака Ньютона. Здесь лежит то, что было мертвым. Стивен Хокинг был самым узнаваемым ученым современности. Его жизнь очаровала людей на протяжении десятилетий и по сегодняшний день. Он потратил годы на поиск единой теории, которая описывает нашу Вселенную. Несмотря на болезнь, он был одним из великих популяризаторов науки, передавая свои идеи миллионам. Прожил большую часть своей жизни в ожидании ранней смерти. Для Стивена Хокинга время всегда было драгоценным. Он был гением, чей разум докопался до сути Вселенной.